Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Gmail в AMO CRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные о новых заказах в другие системы. Например, вы сможете создавать новые сделки в AMO CRM, удобно обрабатывать, хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Gmail. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые письма». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Gmail к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Укажите папку вашей почты, из которой будет происходить выгрузка писем. Если вы хотите получать уведомления от определенного адресата и по определенной теме, то на этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Теперь вы можете увидеть тестовые данные по одному из ваших писем. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных Gmail успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем AMO CRM. Теперь необходимо указать действие, например, отправка сделок. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт AMO CRM к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Далее вам необходимо указать воронку и статус, в котором будут создаваться новые сделки, а также заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые переменные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Здесь видно, что данные по заказу из письма сформированы в одной колонке. Теперь необходимо имя клиента, контактные данные и данные по товару расформировать, каждое в свое поле. Для этого создадим еще один блок «Форматирование». Для удобства продублируем вкладку с тестовыми данными из письма, для того, чтобы видеть, какие данные мы будем форматировать. Создаем блок форматирования. Выбираем переменную со значением «Тело письма», «Текст». Выбираем действие «Вырезать от и до». В поле «От символов» прописываем имя с двоеточием. В поле «До символов» прописываем телефон с двоеточием. Выбираем тип «Не включать указанные символы». Такое исправление данных необходимо проделать со всеми данными из письма, чтобы каждое из значений создалось в отдельной переменной. Далее кликаем «Продолжить настройку». Теперь вы видите результат преобразования при помощи форматирования. Создаем еще один блок «Форматирование». Выбираем такую же переменную со значением «Тело письма», «Текст». Выбираем действие «Вырезать от и до».
поле от символов прописываем телефон с двоеточием. В поле до символов прописываем наименование с двоеточием. Выбираем тип «Не включать указанные символы». Эти настройки необходимо создать в каждом последующем блоке форматирования. Создаем еще один блок форматирования для переменных наименование с двоеточием, сумма с двоеточием. Создаем еще один блок форматирования для переменной сумма с двоеточием. Поле до символов оставляем пустым. Обратите внимание, блок форматирования создает новую переменную, в которой уже присутствуют изменения. Для того, чтобы эти настройки вступили в силу, необходимо перейти в настройки AMO CRM, удалить ранее назначенные переменные и вместо них назначить переменные, которые были созданы при помощи блоков форматирования. После того, как вы изменили переменные на новые, кликаем «Продолжить». Теперь необходимо отправить тестовые данные в AMO CRM. Если вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Apex Drive. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!